Славянские народы не только восславляют своих предков, ушедших в мир Нави, но также призывают на помощь в трудный час. Умершие родственники представляются посланниками между явным миром и миром Нави. Предки могут как помогать, так и вредить живущим потомкам. Славяне понимают, что, если обратиться к предкам за помощью, они могут даже перед богами заступиться за свою живущую родню. Такие обряды защищают род или племя, помогают переходить на тот свет недавно умершим родственникам. Раньше смерть не связывалась у людей с горем, страхом или чем-то безнадежным. Ведь почитание предков позволяет сохранять связь между живущими людьми и теми, кто оставил этот мир, чтобы жить рядом с богами. Есть несколько дней в году, когда связь с умершими сильнее всего. Так в марте 4 дня обращаются к предкам, жгут костер из соломы во дворе и еловые ветки в доме для очищения. Разведение таких костров сопровождается кликанием мертвых, ритуальным очищением и зачерчиванием дома свечой. Одну неделю в мае называют вешние деды или родоницей. В это время призывают предков на охрану дома, на покровительство молодым семьям, кормят землю яйцами и медом. Повторяются оклички, обращения к мертвым. 4 дня в июне поминают дедов, а после праздник на весь мир, с играми и плясками, славят жизнь. Происходит это во время зеленых святок, в разгар чаяния о благополучии взошедших хлебов. Одну неделю в конце октября отмечают осенние деды, еще эту неделю называют Навия Седмицей. Самый важный день Навия Седмицы – Дедова суббота, с нее все начинается. В этот срок все должно быть готово к поминальному ужину, ведь зовут дедов к столу. Всю неделю ставят поминальную еду, которой на утро кормят птиц. Прощание с дедами происходит во вторую субботу. На этом годовые обряды поминовения предков заканчиваются, до следующей весны. Славяне всегда обращались к своим предкам как к своим защитникам. И, если верить тому, в чем были уверены поколения славян, то первыми предками были те, кого сейчас называют славянскими богами. Именно они зародили жизни, именно они определяют будущее. Считалось, что человек, в силу только своей принадлежности к какому-либо роду, уже находится под покровительством незримых сил. И не было страшнее наказания, чем отлучение от рода. Для этих несчастных было специальное название – выродки. И были эти выродки людьми несчастными, злобными, опасными, они и сейчас такие. Здесь мы начинаем понимать, как можно лишиться божественного покровительства предков. Это очень просто: разорвите свою духовную связь со своими предками. Просто считайте, что вы тот человек, который живет своей современной жизнью, что вы никому не обязаны. У вас нет обязательств перед своим родом, и вы даже не обязаны воспитывать своего ребенка правильно, передавая ему честь и достоинство, которыми обладали ваши предки. И вам совсем не нужно праздновать славянские традиции дедов. Тогда вы без труда утратите духовную связь со своими предками. Но если вы хотите восстановить связь со своим родом или укрепить ее, то должны понимать, что просто так ничего не бывает. Именно в осенние деды вы можете восстановить утерянное и укрепить то, что так бережно храните. Принесите требу своим дедам. Дед – это образ, соединяющий всех предков по мужской линии. Мы обращаемся к деду, чтобы поздороваться мысленно со всеми мужчинами своего рода, чья жизнь создала будущее для новых поколений. Вы можете сделать это на дедовском кургане или дома. Треба – это действие, которое включает в себя подношение кушанья из зерновых, например, каши, и произнесение вслух искренней благодарности своим вышним родителям, дедам. Неважно, что вы скажете, искренние слова не всегда гладко льются, главное подтверждение с вашей стороны духовной связи между вами и тем родом, вершиной которого в настоящее время являетесь именно вы. Это и есть основное обрядовое действие славянского праздника осенние деды. Только представьте, сколько людей не имели детей или те погибли, не передав свою родовую память своим детям. Сколько генетических родовых линий прервалось без продолжения. Вам повезло. Вы есть. Получить покровительство нельзя просто так, вы должны с чистым сердцем и намерением отдать частицу себя, своей души и духа, объединиться со своими предками. И в современном эгоистическом мире это сможет не каждый, поверьте.
Связь с родом у многих сейчас тонка, на грани разрыва. Это часть нашей нелегкой истории, потери национальной памяти. Укрепляйте ее, все не просто так. Празднуйте славянские праздники дедов. Общайтесь с теми, кто разделяет ваши мысли, читайте книги, которые позволят вам погрузиться в славянский мир наших далеких предков, почувствовать их отношение к себе, к своему роду, к этому миру. Вспоминайте своих предков и почаще доставайте старый фотоальбом. С его запыленных страниц глядят ваши предки, которые и сейчас могут одобрить и защитить. Их пример может подсказать вам, как построить свою жизнь и сохранить будущее своей семьи. Много знаний о славянских мифах, традициях и обрядах вы можете почерпнуть из волшебных сказок Ольги Баяновой. Они познакомят вас с удивительными мирами людей, духов и богов, помогут не забыть свое наследие и сохранить его в веках. Читайте больше сказок своим детям, так вы знакомите их с мудростью предков и защищаете их будущее. Друзья, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под этим видео. Мы стараемся на них отвечать и делимся источниками знаний. Будет замечательно, если вы знаете что-то такое, о чем мы не рассказали. Так вы можете дополнить наши знания. Или просто поставьте добрый знак, палец вверх. Хорошего вам дня и помните, сохраняя традиции культа предков, мы укрепляем свой род и будущее своих детей.